Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый творческий влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И я продолжаю потихоньку вязать салфетку. Потому что дел достаточно много, поэтому все это постепенно. Вот. Но мне нравится. То есть я ее хотела просто для начала попробовать и распустить, но нет, я все-таки решила ее довязать. И потом поучиться крахмалить и все дела, в общем. Буду ей пользоваться. Совершенно неожиданным образом салфетка оказалась довязанной. Вообще в мастер-классе она гораздо больше, и это только небольшая ее часть. Но так получилось, что в мастер-классе, когда вязался следующий ряд, там у девушки, которая этот мастер-класс записывала, произошла ошибка. В смысле, у меня претензий никаких нет, потому что у нее мастер-класс на 2 части и по несколько часов. То есть это огромный труд, и ошибиться можно. И когда она практически довязала следующий ряд, она сказала, что там оказалось 2 лишних столбика, что-то такое, и начала исправлять. И вроде бы как все понятно, за исключением одного момента, сколько именно она распустила. Я подумала и решила, что хватит с меня вот такой салфетки. Я как раз-таки повспоминала, руку набила. Теперь нужно будет поучиться крахмалить. Я очень надеюсь, что, как там и обещано, что она должна фалдить, но после того, как она будет накрахмалена, выровняется. Я, конечно, на это очень надеюсь. Если это так, то я ее буду с удовольствием использовать. Хотя, конечно, самая красота вот здесь вот. А, допустим, здесь предполагается, что будет, что-то стоять. Ничего страшного, я найду ей применение. Вот, можно, допустим, маленькую свечку ставить, так что красота все равно будет видна. Вот, главное, поучусь. Возможно, еще что-то из этого в комплект придумаю. Вот. Потому что я вчера поискала другие мастер-классы, именно то, что меня реально впечатляет, и мне даже кажется, что там, вот я говорила, что меня впечатлили бразильцы, но как я посмотрела, мне казалось, что у них более толстые нитки, хотя когда у них в каких-то там в Инстаграме мелькала пряжа, она вроде как была тонкая, но когда я нашла мастер-классы, пряжа оказалась толще, и салфетки получаются лучше. Поэтому я буду экспериментировать, потому что меня уж очень увлек процесс. Я как раз собралась пить кофе и поставила вот эту милую чашечку. Как раз она закрыла всю красоту, но при этом все равно очень классно смотрится. И, между прочим, если, например, по каким-то причинам все-таки не удастся ее выровнять, хотя я понимаю, что они все так, и, скорее всего, все получится, но если не удастся ее выровнять, смотрите, если вот складки все вот так в одну сторону как бы заложить, вот эти вот, то получается очень даже миленько. В этом даже что-то есть. Очень красиво. И в остальное время, если вот так вот она будет, это вообще замечательно. Тем более, что я эту салфетку планирую на балкон, потому что у меня там стены примерно в таких тонах. И у меня, вы знаете, там икеевский стеклянный столик. Вот, поэтому, в принципе, эту салфетку для красоты туда можно реально положить, как на этот стеклянный столик, так и на тумбочку куда-то, в общем. Правда, у меня там термосалфетки, у меня есть летняя с фламинго и зимняя еще есть салфетка. Но, допустим, если я там буду есть, понятное дело, лучше я положу термосалфетку.
Ну и вот эту можно использовать вот под чашечку кофе для разнообразия. Поэтому в целом, как бы мне понравилось. Крахмалить ту салфетку я буду в ближайшее время, потому что нужно посмотреть видео, как это делается. Я никогда не крахмалила, потому что я из таких тонких ниток вязала шали, но там были маленькие фрагменты, и они, естественно, никуда не загибались. Тем более там были цветочки, и я максимум что их отпаривала. А сейчас я приступила уже вязать по бразильским мастер-классам. И, конечно, это просто вау. Вот реально вот это мое. То есть мне понравилось тонкими нитками вязать салфетки. Мне это все нравится, это классно. Но вот то, что я в бразильском мастер-классе увидела, это просто вау. Хотя, на самом деле, я сейчас вспоминаю, мне мама показывала такую вот вещь, как вот это волшебное кольцо. То есть, не так, как вот это воздушные петли набирают, а потом столбики с накидом делают. То есть, это все долго. А здесь, во-первых, нитки более толстый крючок. Вот эта серединка делается просто моментально. Короче, это чистый кайф. Особенно там есть субтитры, но я на них не смотрю, их даже отключаю чаще всего, потому что понятно, что он говорит, ну, показывает, и, конечно, то, что говорит, это погружение в язык. То есть получается, что я как раз выискивала последнее время, думала, как мне составить свое расписание так, чтобы включить туда еще и португальский, для того, чтобы постоянно что как бы учить. И я теперь понимаю, что я это просто все соединю. Вот иногда какие-то вещи, и уж если мне бы сказали, что я буду когда-нибудь вязать салфетки, я вообще покрутила бы у виска, сказала, да вы чё, чтобы я такое вязала. А теперь я понимаю, что вот ко мне пришло в нужный момент то, что должно было прийти, причем пришло еще так, что я смогу и погрузиться в язык. Это вообще бомба. Мне сейчас надо идти забирать заказ во Вкусвилл, а я оторваться не могу, это просто нереально. Во-первых, я в восторге, то что вот он-то узор, на который я так долго смотрела, он, естественно, простейший, хотя я нашла вроде как схему даже, погуглила, но там все было совершенно по-другому, а здесь настолько легко, классно, и салфетка, ну посмотрите, какая она ровная. Вау. Хотя, честно сказать, что вот эта вот пряжа, я ее не очень люблю. Вообще, я обожаю акрил. А здесь акрил, он явно с чем-то. Наверное, ну, там шерсть, может быть. Я не помню, потому что это очень давно покупала. И мне она не совсем нравится, потому что, когда вяжешь, за нее так крючок немножко цепляется. Ну да ладно, мне нужно попробовать. Хотя, в принципе, если я свяжу такую салфетку, я и буду с удовольствием пользоваться, но посмотрим. Я сейчас всегда это можно распустить, так как вяжу-то я, в общем, аккуратно, то есть можно будет без последствий все распустить, потому что я хочу цветные делать вот такие салфетки, вот, а сейчас вот учусь. Класс, это просто класс. Моя салфеточка постепенно увеличивается. Мне очень нравится этот процесс. Я вообще в восторге. Но в мастер-классе чуть-чуть потоньше нитки, конечно. Но неважно. Главное, что она меня полностью устраивает. Она так и должна быть плотненькая такая. Вот сейчас уже вот этот ряд вяжу. Вот эту серединку, которая мне безумно нравилась. Я прям хотела такую сделать. Вот, наконец-то связала, и вот теперь вот это делаю. Мастер-класс, конечно, обалденный.
все просто. Вот бывает так, что показывают и вроде на русском языке, и что-то как-то это, а здесь все на неродном, казалось бы, а мне прям по кайфу. Супер. Перешла к следующему этапу. Вообще очень нравится. Ну, конечно, я люблю вот вязать действительно акрилом, чем-нибудь таким. Хотя из тонких ниток мне тоже понравилось. Небольшой фрагмент на камеру, но вообще он не несет никакой смысловой нагрузки. Просто решила для перебивки кадра заснять, скажем так, процесс. Мне не совсем так удобно вязать, потому что я стараюсь, чтобы вязание хотя бы в принципе было в кадре, но хотелось бы поближе, чтобы было более комфортно. Поэтому медленно вяжу. Честно говоря, я не планировала сегодня довязывать эту салфетку, но я ее довязала. Тут осталось только петельку закрыть, и все. И самое удивительное, что мне этих ниток хватило просто вот впритык. Я вообще как бы начинала вот попробовать вот эту часть связать, и все. Потому что здесь вяжется уже как угодно. Мне нужно было вот это. Ну, а потом меня как-то затянуло, и, в общем, сейчас уже 1:18, и вот у меня связана салфетка. Конечно же, я ее не буду распускать, я буду ей пользоваться. Она мне безумно нравится. Вообще просто счастью нет предела. То, что пару дней я так с огромным удовольствием просматривала в Инстаграм, теперь у меня на столе. Это просто вау. Я не знаю, может быть, кому-то это покажется простым, там еще что-то, не знаю, но для меня это вот моя вещь просто. И, конечно, это будет не единственная салфетка в разных сочетаниях, и цветовых, и, в принципе, я здесь буду по-разному все делать. Мне очень нравится. Сейчас я буду разбираться с пряжей, но эта пряжа не вся, а только то, что я тут недавно достала, ну, из старенького. У меня еще рядом новая пряжа лежит, всякие нитки. И я просто хочу, что здесь все, свернуть, скатать в клубочек, где-то что-то распутать, вообще посмотреть, что есть. И главное, сколько. Большую часть ниток я разобрала, тут вот смотала. Ну, нитки совершенно здесь разные, они, в общем, недорогие. Вот это, из всего, что здесь есть подороже, это вот это, но я не люблю. У меня еще какие-то есть. Тут вот 2 мотка, еще вот... А вот это я, кстати, не знаю. Потому что вот, например, вот эти нитки я 100% не покупала. Насколько я помню, эти нитки давались, кажется, в журналах. Вот такой журнал «Креативное рукоделие», там коллекции собирали по выпускам, и в каждом выпуске что-то давалось. Я собирала далеко не все, но кое-чего все-таки у меня имеется. Вот. И я думаю, что нитки давались именно вот оттуда. Потому что они уж, совсем отвратные, они вот блестят и, расслаиваются. Потому что я беру недорогие нитки, но мне нравится вот акрил, вот этот акрил бэйби, вот всякий такой, то есть то, что гипоаллергенное, то, что нормального качества, вот такое вот. Это дешевые, насколько я помню, нитки, по крайней мере, я их брала. А мне кажется, что в магазине по одной цене в каких-то. Вот это вот это. Цвета красивые. Вот это давно я покупала.
В общем, такие обычные нитки. Это я даже не знаю, может, я что-то распустила, правда, смысл какой. Вот это надо будет перемотать в моток в такой большой. Кстати, вот я тоже перематывала. Это вот салфетка желтая, у меня весь моток ушел, а оказалось вот еще моток. Надо будет домотать вот это, здесь два варианта ниток. И у меня, видите, здесь маленькие клубочки. Это мне на вечер работа, потому что я так быстро все это сейчас не сделаю. Вот, так что надо еще будет все это достать. Я сейчас покажу, какие у меня планы. А планы у меня грандиозные. Эта комната как бы у меня такая, ну, у меня одна комната, где я сейчас снимала, это творческий уголок, компьютерное место, спальня, соответственно, балетный зал. Вот в этой комнате, вот. А здесь я делала ремонт тоже, но у меня такая, она типа как гостевая. Здесь я просто покупки, у меня тут выпечка лежит, вот. Не обращайте внимания, здесь я ремонт сделала, но много чего навалено. Например, лишние контейнеры здесь стоят. Вот. Я хочу эту комнату полностью переделать под творческое пространство, но такое именно не связанное с раскрашиванием. Здесь будет все для вязания, вышивания, шитья. Вот над этим шкафом я, когда делала ремонт, я говорила, что он хороший, дубовый, но я думаю, продать его и купить что-то икеевское или нет. В итоге постоял он у меня как раз 2 года, и я решила, что у меня есть для этого все необходимые инструменты, я его зашкурю и покрашу в какой-то светло-светло-серый цвет. Вот наверху у меня, опять же, не падайте в обморок, я тут вот елку, когда наряжала, все это кое-как положила. Здесь черные икеевские вот эти вот чемоданчики, и у меня, как видите, черный икеевский комод. Здесь, наверное, я тоже буду переделывать светло-серое, делать. Тут вот икеевский стеллаж стоит черный, то есть диван у меня серый, это у меня пледы я специально покупала, чтобы не пачкать покрытие. Вот этот вот стол я тоже буду зашкуривать и делать светлым. И комод тут тоже покупки, комод тоже будет светло-серым. Сейчас я покажу, что делается в шкафах. В некоторых, в 2 половинках там одежда, я ее буду отдавать. А в середине там полностью все завалено творческими штуками, там тоже ткани, много всего. Короче, это будет все переделываться. Скорее всего, если какие-то вещи сразу отдать не удастся, я их переложу туда, а все, что творческое, будет лежать здесь. Сразу хочу сказать, что вот в этом среднем отделении у меня все для творчества лежит, но там полный бардак, потому что ремонт в 3-комнатной квартире я делала сама. Своими силами мне никто не помогал. Все двигала сама, все клеила, там плитку укладывала. И у меня уже настолько не было сил, что я все попихала туда. И вот как раз я в ближайшее время буду разбирать, мы все это вместе с вами переберем, посмотрим. Пока это полнейший беспорядок, здесь огромное количество всего, пуговицы, я не знаю, в общем, масса всего лежит. Короче, все это я буду перебирать вместе с вами и задействую вот те контейнеры, то есть я хочу все прям разложить. Скорее всего, я вот здесь поставлю 3-4 сумки, а то и 5. И буду просто оттуда доставать все и перекладывать в сумки. Что-то для шитья, что-то для вязания, вышивания, валяния, квиллинга. И уже потом, когда все там освободится и здесь заполнится, я уже буду все это аккуратно раскладывать. Это вот у меня в ближайших планах на видео. И еще вот это абсолютно новый халат. Я его заказывала на каком-то сайте ивановского трикотажа, точнее не на каком-то, а я помню на каком, не буду им делать рекламу, хотя в принципе я и могла бы назвать, многие наши блогеры его рекламировали одно время.
забыла, как он называется, есть у меня видео, все, естественно, хвалили, ну, халява, какое классное, крутое, на самом деле это куча мусора, потому что я рассказывала, большая часть пришла в негодность очень быстро, но вот этот халат, вот видите, пыль налетела, он чистый, я его покупала маме, мама один раз, по-моему, его примерила, и все, и он висел в шкафу, и как раз, видимо, я покупала в 17 году, в сентябре, и за это время просто на него налетела пыль. Вот. Но дело в том, что халат длинный, большой, а у меня машинка, она очень хорошая, швейцарская, но она маленькая, потому что у меня была задача, и у мамы, в общем, поместить ее в ванную под столик. И такое... Вот это вот вряд ли простирает. Хотя нет, ну как бы легкая, но на деле будут сложности. И мне самой, я думала, что купить халат, тем более, что на мой размер подойдет детский, вот в Хофф была распродажа по 700 с чем-то рублей, и у меня еще был купон на 500, то есть мне мог халат обойтись в 200. Но я подумала, что вот есть этот халат, абсолютно новый. Для меня он длинный, я хочу укоротить его до колен, во-первых. Во-вторых, отпороть карманы. Неудачно они здесь пришиты, и мне они абсолютно не нужны. И из остатков, возможно, сшить себе такую пушистую сумку, как это сейчас модно. Ну и, соответственно, халат постирать вот от пыли, потому что он прям начинает желтеть. Вот. А вот это вот, ну, пояс использовать для сумки, сделаю ручки. Вот, а пояс для вот этого либо не будет, либо будет из, как он называется, из флиса. У меня есть вот такой белый плед, и он был куплен для какого-то рукоделия, в итоге мы ничего не стали делать, он лежит. Поэтому я смогу из него сделать вот для этого халата, как раз-таки пояс, ну и в общем... Короче, это тоже на какое-то, ну, не самое близкое, но и не самое дальнее будущее. Вот, потому что, в принципе, летом такой халат не нужен, и сумка пушистая тоже не нужна. Ну, а насчет интернет-магазина, это не Ивтекс и не Василек, хотя Василек тоже, я не знаю, сейчас они вроде немножко изменились, но по факту правда такова, что блогерам они либо засылали хорошие вещи, чтобы их рекламировали, либо засылали такие же вещи, а блогеры ради, простите, халявы, это расхваливали. Это просто 100%, тем более я знаю, как делали заказы обычные люди, заказы задерживали и говорили, ну мы вот сейчас заняты, блогерам высылаем. Я заказывала на Дамаск Опт, вот там Марина Жукова, еще кто-то рекламировал, вот посмотрите качество. Вот как вы думаете, вот халат покупаешь, вот это вот что? Но если не видно, то есть, да, это никак ничем не обработано. Вот тупо обрезали. Ну, то есть, это здесь должен быть шов. Все это внутрь. Они вот так вот обрезали и прислали. Это что вообще? Это нормально? Ну, это безобразие. Вот я в 17 году заказывала, у меня бомбин до сих пор. Я никогда не забуду, как я у них, извините, взяла трусы. Я сказала, что мне нужен 40-42 размер, и возможно ли взять как бы оптом, но один размер, а там было в упаковке разное. Они говорят, да, конечно, напишите нам на почту, нам лишь бы вы количество нужное взяли, а как бы размер мы вам положим нужный. Что вы думаете? Я им написала, они сказали окей, они мне выслали. Во-первых, все размеры разные. Куда мне был 46-й там или еще какой-то размер? Вот куда мне это нужно? Более того, они выслали не ту модель. Этой модели не было на сайте вообще. Они оторвали этикетки, причем там было видно, что осталась ниточка, остался кусочки этой бумажки, и все этикетки они содрали. То есть это вообще полное безобразие. В общем, как-то так. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 рыжая 3 Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.